Каменный лес в Цингиде-Бимараха, Мадагаскар. Каменные леса на Мадагаскаре могли бы стать декорацией к фантастическому фильму, если бы киношники туда уже добрались. Леса представляют собой невероятные скалы, высота которых около 70 метров, а вершины остры, как лезвие ножа. Часть каменных лесов входит в национальный парк. Тут нет зеленых растений. Скалы расположены с такой частотой, что ни один росточек не может пробиться. Зато белые лемуры и дикие птицы чувствуют себя здесь прекрасно. В более масштабной северной зоне каменных лесов ни разу не ступала нога человека. Место открыто недавно, однако сложность маршрутов не позволяет отправлять туда экспедиции. Считается, что в этом районе еще предстоит найти множество неизведанных видов животных и растений. Северный лесной комплекс Мьянма. Северный лесной комплекс в Мьянме остается одним из крупнейших регионов нетронутой дикой природы в Южной Азии. Сердце леса составляет почти 14 тысяч километров. Равнинные леса, где над верхушками деревьев виднеются величественные горные вершины, покрытые снегом, захватывают дух. Только представьте, 14 тысяч километров нетронутой природы. Масштабы северного лесного комплекса в Мьянме впечатляют. Помимо девственной природы, регион может похвастаться богатейшим биоразнообразием. Комплекс является крупнейшим в мире заповедником, где обитают тигры, а также многочисленные виды слонов и птиц. В самом лесу люди не живут и заселяют комплекс по периметру. Северная Патагония, Чили. Северная Патагония – родина умеренных тропических лесов, ледников, фьордов, горячих источников и один из самых диких и неизученных ландшафтов Чили. Всего треть площади Северной Патагонии занимают парки и заповедники национального и мирового масштаба, что объясняется достаточно просто. Эти территории практически изолированы от других земель Южной Америки, что стало причиной появления новых экзотических форм флоры и фауны. Северное Патагонское ледовое поле остается одной из самых больших масс льда за пределами полярных регионов. Вне национальных парков расстилается дикая природа, которая по сей день в значительной степени остается неизведанной. Разлом Новых Гёбрид, Тихий океан. В 2013 году в Тихом океане обнаружили разлом Новых Гёбрид. Удивительно, но до сих пор это место можно назвать загадочной территорией. Более чем за 10 лет изучений ученые из Новой Зеландии совместно с британскими исследователями ни разу не собрали экспедицию к разлому. Запускали только роботов, с помощью которых нашли неизвестные виды глубоководных обитателей. Разлом Новых Гёбрид находится в нескольких километрах от восточного побережья Австралии. Фотографий самого разлома до сих пор нет. Однако полностью изучить животный мир пока невозможно. Диковинные виды обитателей океана находятся на глубине, недоступной даже для техники, не говоря уже о человеке. Пещера Шандонг, Вьетнам. Так хорошо знакомый путешественникам Вьетнам тоже сумел сохранить в себе тайны. В провинции Куангбинь, на территории национального парка Фангня-Кёбанг, расположена Шандонг, самая большая пещера в мире. Длина ее почти 9 километров, в ширину она местами достигает 150 метров. Потолок кое-где обрушен, через эти отверстия в пещеру проникает свет, благодаря чему здесь разрослись джунгли, где обитают обезьяны, птицы-носороги и летучие лисицы, а по дну протекает река. Кроме того, пещера имеет собственный климат и даже настоящие облака, которые образуются из-за большого перепада температур. Тем не менее, в пещере по сей день остаются районы, куда ни разу не ступала нога человека. Кто знает, что или кто там может обитать. Лесное озеро, Россия. Самый загадочный объект нашего списка – Лесное озеро. О нем неизвестно ничего. Даже его точное местонахождение. По некоторым данным, озеро находится в России, Тюменской области, Нижневартовском районе. На картах водоем не был обозначен, но впоследствии его обнаружили на снимках из космоса. Причина образования водоема неизвестна. Среди версий, как последствия таяния ледников, так и падения метеорита. Гангхар-Пуйонсум. Гангхар-Пуйонсум – самая высокая непокоренная вершина мира, по данным BBC и Can't Nest Traveler.
Находится на спорной территории между Бутаном и Китаем и достигает 7570 метров. Гора была впервые описана в 1922 году. Попытки покорения, неудачные, начались в 1983 году, когда в Бутане разрешили альпинизм. Однако в 1994 страна снова запретила восхождение на горы высотой более 6000 метров из уважения к местной вере, а в 2003 году альпинизм был полностью запрещен. Так и получилось, что на вершине горы не побывал ни один человек. Горы Намули, Мозамбик. Север Мозамбика покрывают неизведанные человеком равнины восточноафриканского плоскогорья. Из-за высочайшей сложности маршрутов изучение этой территории подвластно лишь профессиональным скалолазам. В 2014 году на гору Намули была организована экспедиция. В течение месяца исследователи поднимались на вершину, но даже покорив ее, смогли изучить лишь небольшую часть района. Основная же часть территории до сих пор остается неизведанной. Кто обитает и что растет среди гор Намули, никто толком не представляет. Зато от видов захватывает дух. Как говорил Сократ, «Я знаю, что я ничего не знаю». Иногда нам кажется, что в мире осталось так мало неизученных уголков, но на деле от наших глаз скрыто еще очень и очень многое. Но если честно, мы думаем, что каждый может считаться первооткрывателем, ведь когда мы приезжаем в новое место, для нас оно загадочное, неизведанное и сулит столько разных впечатлений, неважно, будет это соседний город или леса Амазонки. В этом, конечно, космическая магия путешествий. Всем спасибо за просмотры, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и нажимать на колокольчик. Поделись видео с друзьями, пусть они тоже узнают что-то новое, а также смотрите другие мои видео, там есть много чего интересного.